Здорово, бро! Это Honor Magic V3, с помощью которого я переосмыслил проекцию на авто, а еще смотрел мультики под водой. Но самое главное, я 2 месяца активно им пользовался. Это был тот самый момент, когда задумываешься, а может перейти? А может взять себе? Потому что реально удобно пользоваться этой раскладушкой или складушкой, тут непонятно, как это правильно называть. То есть, в принципе, это раскладной планшет, но при этом это смартфон. Короче, пишите в комментариях, это раскладушка или складушка. Без вас не разобраться. А пока я вам расскажу про эти гигабайты, мегапиксели и добавлю свой опыт использования со всеми этими искусственными интеллектами, потому что курс производителями взят. И надо разбираться, что он нам сулит. Так что не нужно быть брюзгой, бегать, кричать, что не нужен он нам, ваш этот искусственный интеллект. Нужен. Будем разбираться зачем. Пока непонятно зачем, но будем обязательно разбираться. Ну а перед началом хочу напомнить, что для вашего удобства я также заливаю ролики и в ВК, так что ссылочка на мою группу будет в описании. Там же будет ссылочка на мой телеграм-канал, где я публикую разные новости, контент, который не выходит на ютубе, розыгрыши также провожу, ну и общаюсь с подписчиками. В общем, всех вас приглашаю, ссылочка в описании, подписывайтесь, буду очень рад. Итак, распаковка. Вот так должна выглядеть комплектация. Вот зарядка на 65, вот удобный чехол, который, кстати, и шарнир защищает. Для этого тут есть магниты. И удобная подставка уже интегрирована. И даже пленочка на экране есть. Это тоже комплектация. Не везде это присутствует. Но начать обзор хочется, конечно же, с дизайна, потому что это самый тонкий раскладной планшет-смартфон. В сложенном состоянии его толщина 9,2 мм, что примерно на миллиметр толще, чем iPhone 16 Pro Max, а в разложенном 4,3 мм. И хоть он примерно на 40 грамм тяжелее, чем тот же самый Pro Max, но когда им пользуешься, он как будто бы удобнее, он чуть компактнее, потому что он чуть меньше, чуть уже и чуть не такой длинный, при этом он, да, чуть-чуть толще, но это не ощущается. И это очень важно, потому что в сложенном состоянии уже размываются грани между обычными смартфонами и раскладушками. Ими также удобно пользоваться одной рукой. Не нужно постоянно раскладывать, чтобы там текст написать или смотреть видео. Я легко и без проблем пользуюсь им в сложенном состоянии одной рукой, и мне удобно. Что косвенно экономит на нем заряд, потому что чем больше экран, тем больше он жрет. А я пользуюсь маленьким экраном, он меньше жрет, чем большой. Так что размер я считаю идеальным лично для меня, и коль уж я заговорил косвенно про автономность, то давайте поговорим про батарейку и зарядку. Аккумулятор, я напомню, в этом самом тонком раскладном планшете или смартфоне на 5150 мАч, что больше, чем у более толстых конкурентов. И если вы думаете, что в погоне за толщиной нас лишили, там, например, беспроводной зарядки или поддержку стилуса выпилили, то нет. Беспроводная зарядка на месте, и она быстрая, аж 50 Вт. А еще есть реверсивная зарядка. И есть стандартная по проводу, тоже быстрая, она уже на 66 Вт. Так что у меня он заряд тратит медленно, а заряжается быстро. А стилус, кстати, он поддерживает, но его нужно докупать отдельно. Кстати, по поводу автономности, играю уже час в Genshin на высоких настройках при 60 кадрах, и он у меня сожрал за этот час примерно 30% заряда, чуть меньше. Теперь по поводу экранов. Поскольку они оба OLED, то сразу считаю нужным рассказать про шим. Он здесь есть, но у него очень высокая частота. 4320 Гц на внешнем экране и 3840 на внутреннем. И из-за того, что у него такая высокая частота затемнения, то на глаз нагрузка меньше. Плюс здесь есть всякие сертификации Q-Freyland, которые тоже снижают нагрузку на глаза. Просто когда начинаешь замечать то, что весь день ты проводил в смартфоне, потом под конец дня у тебя почему-то устал, почему-то голова болит. Но многие такие, не-не-не, шима нет. Просто почему-то голова вечером болит. И что-то глаза, как будто в них песок насыпали. Но не, шима нет. Ну и поскольку это все-таки флагман, естественно, здесь 120 Гц, высокое разрешение, высокая яркость, причем на всех экранах. Но это в режиме HDR, так на рабочем столе, например, на внешнем экране там 1000-1500 нит, и на внутреннем тоже. Чего для работы даже на улице при ярком солнце вполне достаточно. Да, это может быть не топовый показатель, но очень даже хороший. Но на что нужно в первую очередь обращать внимание при выборе складного или раскладного смартфона, это на внутренний экран. Точнее, на пленку внутреннего экрана. Потому что если зайти на Авито и посмотреть на смартфоны, которые там продаются, то уже спустя год очень часто пленка на внутреннем экране начинает отслаиваться. И ее нужно переклеивать, чтобы сохранить сам экран рабочим. Тут же Honor заявляет, что на внутреннем экране использовали в 5 раз более износостойкое покрытие Honor Super AMOLED по сравнению с традиционными внутренними экранами. Ну и шарнир тоже доработали, добавив рычаги из какой-то супер стали. Так что ресурс у него до 500 тысяч складываний. И это много, ребят. Если так
так вот сравнивать, то если, например, на дню по 100 раз открывать смартфон, раскладывать, то это лет на 13. А если еще чаще, то, соответственно, чуть поменьше. Но в среднем лет 5 он проживет, с ним вообще проблем не должно быть. А вы за это время уже смените его раза 2. Но ладно, переходим к железу. Процессор стоит Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750. Это 1 700 000 баллов в Antutu. На втором и третьем прогоне у меня уже было чуть меньше, там 1,5, 1,3 миллиона. Так что да, смартфон греется и тротает. Но это потому, что его толщина маленькая, а внутри стоит мощный процессор. Но и об охлаждении они тоже позаботились, засунули сюда испарительную пластину титановую, и она вполне справляется с задачей. Так что в играх, что в других ситуациях, когда интернет раздаешь, он греется, но в комфортных значениях. В крайнем случае я просто советую его раскрывать, потому что в раскрытом состоянии ему еще проще отводить тепло. Именно поэтому, когда ставишь смартфон на зарядку, то он пишет сообщение, что лучше бы его разложить, так он будет остужаться лучше и быстрее заряжать смартфон. Так что это не какая-то проблема данного смартфона, нет, это особенность конструкции. Любые складные смартфоны, они нагреваются, потому что у них толщина еще меньше. Им нужно здесь все это организовать, и процессор, и плату, и охлаждение, и все остальное. Поэтому в сложном состоянии, да, они здесь больше нагреваются. Раскладываем, лучше остужается. Ну а оперативы здесь 12 гигабайт типа LPDDR5X, постоянный 512 гигабайт UFS 4.0, флешки не поддерживаются, слот только на 2 сим-карты, плюс есть eSIM. Да, у Snapdragon вышел сейчас процессор помощнее, 8 Elite, он выбивает там что-то 2.7, но и 1.7 тоже достаточно за глаза и для игр, и для мультизадачности. Кстати, по поводу мультизадачности, если с играми в принципе все понятно, потому что, какой-нибудь Genshin тяжелый, он потянет без проблем, процессор мощный, то к мультизадачности есть вопросы. Во-первых, одновременно помещается только 2 приложения, которые можно и вертикально, и горизонтально расположить, это плюс. Соотношение сторон тоже настраивается. Но остальные окна придется открывать поверх уже имеющихся. И еще, кстати, хотел сказать то, что складни это просто must-have для людей, которые постоянно проводят какие-то конференции, либо участвуют в них. Потому что у меня был такой момент, и выводят, когда какую-нибудь таблицу на экран, на маленьком экране неудобно смотреть. А здесь ты раскладываешь, и вообще прям замечательно. Так что имейте это в виду. Кстати, удобно, что он запоминает ваши страницы, которые вы в мультизадачном режиме открывали. И вот, пожалуйста, то есть, даже если я их сверну, потому что мне нужно куда-то что-то перейти, я потом могу спокойно к ним вернуться. Хоп, готово. Сканер разблокировки здесь встроен в кнопку включения, работает шустро, удобно, вопросов нет. Но при желании можно и по лицу настроить разблокировку, хотя я не советую. Теперь по поводу искусственного интеллекта и интеграции его в смартфоне, потому что сейчас большинство производителей просто рванули в сторону искусственного интеллекта. Кто-то с опозданием, кто-то еще не рванул, но уже все фишки свои переименовывает в искусственный интеллект. Это, кстати, забавно выглядит. Тут же реально есть фишки искусственного интеллекта, и они сводятся не только к тому, что вот, умный ластик вам добавили, можете убрать какие-то ненужные фрагменты. Срабатывает хорошо, и я понимаю, что для многих людей это реально будет рабочий кейс. Так, кота он просто идеально убрал. Просто идеально. А вот если смотреть на плойку с картинами, то уже не так хорошо, потому что, видно, что блюр, нету текстуры. И, зачем здесь эти объекты? Я хотел как раз убрать все эти объекты. А он мне вместо плойки книги добавил. Вместо картины и вазы просто еще 2 какие-то вазы. Но есть еще более крутые штуки. Например, если вы студент, приходите на лекцию, или вы пришли на какую-то встречу, бизнес, например, которую желательно очень подробно запомнить, то заходите в заметки, запускаете голосовой ввод и сразу же можете преобразовывать его в текст. А еще можно переводить его на другой язык, если вдруг в собеседовании участвует иностранец. Общаться с ним и использовать эту фишку как переводчик не получится, для этого есть другая штука. Перевод диалогов. Для этого в настройках нужно иконку на рабочий стол вывести, после чего запускаете, выбираете язык, готово. Итак, перевод диалога работает следующим образом. Я выбрал здесь, например, с английским, нажимаю на русский и говорю 1, 2, 3, 4, 5, в четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Нажимаю готово. Он переводит. Озвучивает и сразу показывает на втором экране. Человек может и прочитать, и послушать. Дальше он, например, говорит, нажимает кнопку такой: "Oh, hello, my friend, how are you? I'm fine, sit down, please." Нажимаем готово.
Блин. Oh, hello, my friend, how are you? I'm fine, sit down, please. Здравствуйте, мой друг. Как ваши дела? Все нормально. Садитесь, пожалуйста. Ну и также есть просто удобные фишки, такие как быстрый перенос текста или изображения из одного приложения в другой. А вот фишки с искусственным интеллектом, которые бы перефразировало ваше сообщение, я здесь не нашел, но без проблем устанавливается Яндекс.Клавиатура, и, пожалуйста, можете пользоваться. Так что даже смартфоны без искусственного интеллекта при установке Яндекс.Клавиатуры можно это использовать. Теперь по поводу камер. В основном блоке их 3. Основная камера на 50 мегапикселей с диафрагмой 1.6. Фоткает вполне себе достойно, меня полностью устраивает. Есть ультраширокоугольный модуль уже на 40 мегапикселей с диафрагмой 2.2. И есть еще перископ на 50 мегапикселей с 3,5-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым. По фоточасти претензий никаких, фотографии получаются хорошими и в вечернее время, а днем так особенно. Но меня, конечно, больше всего интересовала всегда съемка видео. Здесь нет, знаете, как 8К. 8К никто не использует. 4К сейчас нам дайте нормальные 4К. Здесь есть 4К, 60 кадров на все модули, кроме фронтальных. На фронтальных камерах нет 4К. А так 4К 60 кадров есть, причем не только с соотношением сторон 16:9, но и с соотношением сторон 21:9. Широкоугольный модуль, как я и сказал, тоже поддерживает 4К 60 кадров. Вот в данный момент я как раз и пишу. И мне нравится, что здесь есть функция паузы во время съемки. Да, на многих Android смартфонах это уже давно, но были и те, на которых этого не было. И некоторые не Android смартфоны этого не могли долгое время. В общем, сейчас могут, это круто. Как видите, со звуком проблем нет, звук хороший. Но при переключении между модулями очень ярко, сильно выражены скачки. Поэтому мне, для моей профессиональной деятельности, этот смартфон не очень подходит. Но для бытового использования это вполне... Потому что съемка очень хорошая. Вот в данный момент вы видите, я 4х снимаю и смотрите на перископ. Качество просто офигенное. Стабилизация замечательная. А вот фронтальная камера уже снимает 4К 30 кадров в секунду. У нее нету 60 кадров. И она не может снимать 4К в 21:9. 21:9 она может снимать только в Full HD. И вот это вот странно. Потому что, ну, во-первых, 60 кадров в 4К нужно. А во-вторых, зачем ее ограничивать, чтобы она не могла снимать 21:9. Но вот так Full HD 30 кадров 21:9 снимает внутренняя фронталка. Я ее сейчас потерял, ее не видно, она потому что темная еще. Но также она может снимать и 4К 30 кадров, не 21:9, и будет использоваться полностью матрица. То есть вот это 21:9 это все-таки кроп. Имейте это в виду. Лучше все-таки снимать 16:9, и уже если вставляете, то самим кропнуть, как вам нужно. Так, и еще такой момент. Поскольку у нас раскладушка, то можно снимать на основную камеру и смотреть в этот экран. Нажимаем здесь настройку, вот эту кнопку, и он поворачивает. Но он поворачивает только изображение. Для того, чтобы туда и настройки перешли, нужно свайпнуть по кнопке на переключение фронталки. То есть делаем свайп и здесь нажимаем, и все. Мы можем снимать себя на основную камеру, управлять настройками и тут же себя видеть. И есть еще вот такой вот режим. Сейчас включим. Нажимаем сюда. И, пожалуйста, он снимает. Здесь еще можно посмотреть, что ты наснимал, настраивать, здесь переключать модули, соответственно, фотографировать. В общем, еще такой режим есть. Тоже прикольно. Еще хочу отметить, что здесь быстрый Wi-Fi. Мне понравилось, ты быстро скачиваешь файлы, и они быстро устанавливаются, потому что здесь быстрая память. Штука очень быстрая, скачивает, все устанавливает быстро. 15 минут у меня Genshin установлен и скачан. И также передать файлы тоже получится быстро, потому что USB здесь тоже быстрый. Сколько я раз уже сказал быстро. USB здесь 3.1, поэтому перекинуть файлы, которые вы наснимали на компьютер по проводу, не составит труда. Он не заставит вас ждать. Про пыль и влагозащиту я вначале тоже говорил. Да, в принципе, показывал, как я валялся с ним в ванной. Так что да, погружал его в воду, и за 2 месяца с ним ничего не случилось. Так что IPX8 справился на отлично. В принципе, его можно погружать до 2 метров, там, на 30 минут.
но я бы этого не советовал по одной простой причине, что да, здесь есть влагозащита, но если вы его утопите, это не гарантийный случай, гарантия не распространяется, так что это не смартфон для какой-нибудь подводной съемки или подводного просмотра фильмов. Теперь по поводу цены. В продаже у нас две версии, черная и есть еще зеленая версия. Памяти всегда одинаково, 12512, и стоит это в районе 190 тысяч рублей. Сама по себе сумма, конечно, большая, но если оценивать устройство, это в рынке. Если смотреть официальные цены, то это не дороже конкурентов. В общем, как-то так. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого смартфона, по поводу вообще, в принципе, складных смартфонов, верите ли в них. Я попробовал, 2 месяца походил, ребят, мне понравилось. Напоминаю, что в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал, где я вас всех очень жду. Подписывайтесь, будем общаться. Ну а на этом все. До скорых встреч, друзья. Пока.